Млечный Путь. Гигантский водоворот из триллионов звезд и планет, связанных невидимыми нитями всепроникающей гравитации. Почти на самом краю этого ослепительного вихря одинокое Солнце прокладывает свой путь сквозь космическую бездну. Его окружают сверкающие скопления и загадочные туманности, озаренные сиянием тысяч светил. Среди них раскинулись темные облака космической пыли, скрывающие от любопытных взоров целые регионы галактики. Там, в ледяной неизведанной бездне, хранят свои секреты удивительные аномалии, живущие по собственным законам и правилам. Человеческий разум с трудом способен осознать это титаническое величие. Но мы продолжаем изучать поражающие воображение космические структуры, вновь и вновь изумляясь великолепию окружающей Вселенной. И сегодня пришла пора познакомиться с некоторыми из них. Наша галактика насчитывает порядка 200 миллиардов звезд и не менее триллиона экзопланет. Каждая из этих небесных тел уникальна и обладает собственными неповторимыми свойствами. Среди светил Млечного Пути есть как супергиганты, способные поглотить целые звездные системы, так и совсем небольшие звезды, едва тлеющие посреди бескрайней космической бездны. Некоторые из них следуют своему пути в одиночку, другие же объединяются в пары или даже в сложные системы, состоящие из множества разнообразных объектов. Повинуясь непреложным законам гравитации, в Млечном Пути появляются сверкающие звездные скопления и величественные ассоциации, окруженные темными облаками и пузырями раскаленного водорода. Если мы рассмотрим участок космического пространства радиусом 50 световых лет, прилегающий к нашему Солнцу, то обнаружим в нем порядка 2000 светил. Ранее мы уже изучали самые примечательные из них, такие как стремительная звезда Барнарда, таинственная Проксима Центавра, сияющий Сириус или многоликая кратная система по имени Кастор. А значит, сегодня настало время отправиться намного дальше. Отлетев от Солнечной системы на достаточное расстояние, мы обнаружим, что она расположена в так называемом местном пузыре. Данная гигантская структура представляет собой область горячего разряженного водорода, которая окружена слоем холодной космической пыли. Считается, что она возникла в результате почти одновременного взрыва нескольких мощных сверхновых и в настоящее время достигает диаметра не менее 300 световых лет. Такие структуры называются супероболочками и порой могут выходить даже за пределы галактического диска. Мы находимся в локальном уплотнении местного пузыря, так называемом местном межзвездном облаке. Примерно через 8 миллионов лет, то есть относительно скоро по космическим меркам, наша система покинет его и войдет в пределы еще более крупной области, носящей название Пузырь-1 или же Петля-1. Данный суперпузырь расположен в направлении центра нашей галактики и по размеру не уступает нашему. Он частично сплетен с местным пузырем, а его границы довольно размыты, поэтому точно определить расстояние до него достаточно проблематично. В настоящее время эта величина оценивается в диапазоне от 250 до 300 световых лет. Центр же данной гигантской космической структуры
расположен в стороне от вектора движения Солнечной системы и находится примерно в 500 световых годах от Земли, рядом с яркой звездой по имени Антарес. Одной из необычных и примечательных звезд, расположенных недалеко от условного рубежа двух пузырей, является Спика, известная также как Альфа-Девы. Это светило относится к самым ярким объектам ночного неба нашей планеты и легко различимо на нем невооруженным глазом. Расчеты показывают, что Спика находится примерно в 250 световых годах от нас и представляет собой кратную звезду, состоящую из 5 объектов. Согласно наблюдениям, 3 из 5 компонентов – это отдаленные светила, ни одно из которых не видно с Земли без помощи оптических приборов. Самые небольшие из них, известные как Спика-B и Спика-C, представляют собой очень тусклые объекты на периферии системы, с трудом поддающиеся изучению. Первый из них удален от общего центра масс на дистанцию порядка 6000 астрономических единиц, а второй расположен еще дальше, около 14 тысяч астрономических единиц. Еще один компонент, Спика-AC, находится в непосредственной близости от центра системы и совершает полный оборот вокруг него примерно за 660 суток. Он представляет собой бело-голубую звезду в 4,4 раза более массивную, чем наше Солнце, а радиус орбиты светила составляет порядка 4 астрономических единиц. Основной же интерес для астрономов представляет яркая двойная звезда, которую обычно и называют Спикой. Оба ее компонента расположены очень близко друг к другу, настолько, что даже лучшие современные телескопы не способны различить их как отдельные объекты. Такие звезды называются спектрально двойными, а параметры каждого светила рассчитываются по периодическим изменениям общего спектра. Именно так астрономам стало известно, что главный объект этой системы, именуемый как Спика-AA, представляет собой крупную бело-голубую звезду. Она примерно в 11,4 раза массивнее нашего светила, а ее радиус составляет около 7,5 солнечных. При этом температура поверхности данной звезды превышает 25 тысяч кельвинов, из-за чего светило более чем в 20 тысяч раз ярче Солнца. Таким образом, именно Спика-AA вносит основной вклад в совокупное сияние всей системы. Ее ближайший компаньон, Спика-AB, заметно уступает в светимости. Он всего в 2254 раза ярче нашего светила. Его масса составляет 7,2 солнечных, а радиус превышает аналогичный параметр нашей звезды приблизительно в 3,7 раза. Также известно, что Спика-AB является очень горячей звездой, температура поверхности которой равна 20 900 кельвинам или примерно 20 600 градусов Цельсия. Согласно расчетам, расстояние между компонентами составляет всего лишь 0,12 астрономической единицы, то есть в 4 раза меньше, чем дистанция между Меркурием и Солнцем. Такая близость приводит к тому, что мощная гравитация деформирует оба светила, придавая им вытянутую, эллипсовидную форму. Суммарный спектр Спики имеет очень сложную структуру. Во-первых, наблюдения показывают, что каждый из компонентов является так называемой переменной типа Беты-Цефея. Процессы, происходящие в их недрах, приводят к тому, что поверхность подобных звезд постоянно пульсирует, из-за чего по ней пробегают мощные ударные волны. Эти пульсации складываются из десятков четких ритмов, однако разделить их бывает совсем непросто. Во-вторых, каждый из этих объектов имеет собственную скорость вращения. Обычно тесные двойные системы синхронизируют свое движение благодаря приливным силам, но в случае Спики каждое светило крутится
в собственном ритме. Скорее всего, отсутствие синхронизации связано с малым возрастом этой двойной звезды. Согласно расчетам, она появилась на свет всего 12,5 миллиона лет назад. Однако нельзя полностью отметать и вариант, при котором компоненты Спики появились на свет в разных местах и лишь позже притянулись друг к другу. Если современные теории звездной эволюции верны, то главный компонент системы уже не является представителем главной последовательности и близок к тому, чтобы исчерпать запасы своего термоядерного топлива. В ближайшее время он начнет расширяться и остывать, что может привести к перетеканию звездного вещества на второй компонент. Этот процесс называется аккрецией, и он оказывает значительное влияние на оба участвующих в нем светила. Подобным образом, меньший компонент увеличивает свою массу, из-за чего постепенно становится ярче, но при этом быстрее завершает свой жизненный цикл. Считается, что в течение нескольких миллионов лет этот процесс приведет к взрыву сверхновой второго типа. И Спика является ближайшим к нам кандидатом на это колоссальное и редкое событие. В конце концов, внутренней энергии большего из светил станет недостаточно, чтобы противостоять неумолимому гравитационному коллапсу, после чего оно сожмется, а после взорвется, разметав внешние слои по окрестностям. С высокой вероятностью отдача этого взрыва разорвет связь между двумя светилами, отправив одно из них в свободный полет. В итоге на месте яркой двойной звезды останется лишь крошечная и очень плотная нейтронная звезда, практически незаметная в оптическом диапазоне. Между тем, петля 1 содержит множество других ярких звезд, в том числе гигантскую ассоциацию Скорпиона Центавра, которая по последним подсчетам может включать в себя более 2000 светил. Согласно принятой на данный момент гипотезе, именно здесь располагались несколько крупных звезд, что практически одновременно обратились сверхновыми примерно 15 миллионов лет назад. Это событие и стало причиной образования гигантского пузыря сильно ионизированного водорода, известного нам как петля 1. Расчеты показывают, что температура межзвездного газа в данной части нашей галактики превышает 1 миллион кельвинов, однако плотность его при этом очень мала. В кубическом метре пространства можно обнаружить всего лишь порядка 50 тысяч атомов. Это примерно в 10 раз меньше, чем в среднем по Млечному Пути, и в 100-200 раз по сравнению с околоземным пространством, то есть привычным для нас космосом, в котором расположены практически все спутники и орбитальные станции. Столь высокая температура приводит к тому, что газ внутри пузыря постоянно создает очень слабый, но высокочастотный радиационный фон. К счастью, потенциальной жизни в его пределах ничего не угрожает, ведь звездный ветер даже самой малой звезды способен отразить эту радиацию. Если же излучение все-таки достигнет гипотетической экзопланеты, то верхние слои планетарной атмосферы также в состоянии успешно поглотить его. На самом деле, звездная ассоциация Скорпиона Центавра простирается далеко за пределы суперпузыря петля 1. Например, ее частью является массивная, плотная и темная туманность, известная как угольный мешок. С Земли она видна как беспросветно черное пятно в созвездии Южного Креста, особо заметное из-за того, что закрывает собой часть Млечного Пути. Данная структура прилегает к петле 1, являясь его естественной границей и представляет собой гигантское пылевое облако. Угольный мешок расположен примерно в 600 световых годах от нас и, согласно расчетам, имеет диаметр порядка 30-35 световых лет. На ночном небе Земли он занимает 24,2 квадратных градуса
что в 138 раз больше площади полной Луны или примерно треть от общей поверхности Южного Креста. В самой туманности практически нет звезд, наблюдаемых невооруженным глазом, но с помощью мощных телескопов удается разглядеть некоторые яркие светила, расположенные за ней. Их свет сильно рассеивается при прохождении сквозь пылевое облако, так что большая часть информации об объектах, находящихся позади угольного мешка, теряется безвозвратно. Расчеты показывают, что через несколько миллионов лет из-за вращения галактики данная туманность окажется освещена звездным светом и, скорее всего, превратится в невероятно прекрасное зрелище – гигантское многоцветное пятно на ночном небе. А спустя продолжительное время собственная гравитация сожмет его в достаточной мере, чтобы запустить процесс образования молодых звезд, и угольный мешок трансформируется в сверкающее рассеянное скопление. Продолжив полет сквозь ассоциацию Скорпиона-Центавра, мы заметим, что большая часть составляющих ее звезд расположена в относительно чистом и пустом пространстве гигантского пузыря. Однако на его окраинах светила окружают совсем другие условия. Здесь скапливается космическая пыль, смещенная звездным ветром, эхом сверхновых и раскаленным расширяющимся водородом. Именно тут, в 440 световых годах от Земли, прокладывает свой путь сквозь размытую космическую туманность крупная, яркая и молодая звезда, известная как Дзета-змееносца. Данное небесное тело представляет собой голубой гигант примерно в 20 раз массивнее нашего Солнца. Исследования его спектра показывают, что средняя температура поверхности светила превышает 35 тысяч кельвинов, а значит, пик излучения приходится на жесткий ультрафиолет. Анализ движения объекта показывает, что когда-то он был частью ассоциации Скорпиона-Центавра, но в результате какого-то события покинул ее и теперь стремительно удаляется. Космическая пыль, окружающая данное светило, поглощает и рассеивает большую часть испускаемого им света. Если бы не это явление, то Дзета-змееносца могла бы войти в число самых ярких звезд ночного неба Земли. Ведь благодаря своим внушительным размерам и температуре она испускает в 74 тысячи раз больше энергии, чем Солнце. Благодаря этому факту светило даже сейчас не только хорошо различимо на ночном небе, но и входит в сотню самых ярких его объектов. Движение Дзеты-змееносца в сочетании с мощнейшим звездным ветром образует светящуюся ударную волну в виде полусферы по направлению ее полета. По яркости данного космического явления можно определить активность звездного ветра. Расчеты показывают, что данное светило теряет около 1,1 умноженное на 10 в минус 7 степени солнечной массы в год. Иными словами, каждые 9 миллионов лет в окружающее пространство выбрасывается масса одного Солнца. Наблюдения за спектром Дзеты-змееносца показывают, что ее поверхность интенсивно пульсирует под воздействием ударных волн, порождаемых процессами в недрах небесного тела. Кроме того, данная звезда очень быстро вращается. Она делает полный оборот примерно за 1 день. А скорость движения вещества на экваторе небесного тела достигает 400 км в секунду. По этой причине форма Дзеты-змееносца далека от сферической, в то время как ее экваториальный радиус превышает солнечный более чем в 9 раз, полярный едва достигает 7,5. Температура звезды также распределена неравномерно. От 30 700 кельвинов на экваторе до 39 тысяч кельвинов на полюсах. Кроме того, расчеты показывают, что из-за сверхбыстрого вращения гигантское светило находится на грани распада. Если бы оно вращалось хоть немного быстрее, то сила инерции разорвала бы его.
Несмотря на юный по космическим меркам возраст в 3 миллиона лет, Дзета-змееносца уже преодолела середину своего жизненного пути и вскоре превратится в красный гигант, после чего взорвется сверхновой, оставив после себя нейтронную звезду. Чуть в стороне от этой гигантской звезды расположен объект, радикально противоположный ей по свойствам. Расстояние от него до Земли известно лишь приблизительно и, согласно расчетам, составляет порядка 400 световых лет. Это небесное тело не видно с нашей планеты невооруженным глазом, а потому не имеет красивого названия. Вместо этого оно известно под труднопроизносимым индексом, который вы можете прочитать на своих экранах. Данный космический объект представляет собой нейтронную звезду, остаток сгоревшего светила, пережившего взрыв сверхновой. Несмотря на то, что его масса превышает большинство звезд, по размерам он сравним всего лишь с небольшим астероидом. По этой причине данное небесное тело невозможно разглядеть даже в самые современные оптические телескопы. Однако оно испускает мощные рентгеновские импульсы, что могут быть зафиксированы на расстоянии в 1000 световых лет. Долгое время астрономы не знали о существовании подобных космических объектов. Лишь создание рентгеновских телескопов, которые видят космос в спектре, недоступном для человека, позволило обнаружить их. Кроме того, нейтронные звезды встречаются во Вселенной очень редко, примерно в 1000 раз реже, чем обычные светила. Учитывая все эти факты, неудивительно, что объект, о котором мы говорим, был открыт относительно поздно, в 90-е годы прошлого века, и до сих пор является ближайшим к Земле представителем своего класса. Очевидно, что столь близкий к нам экземпляр вызвал у астрономов большой интерес и стремление всесторонне изучить необычный космический объект. Первые измерения показали экстремально высокую температуру поверхности данного тела, поэтому долгое время оно считалось кандидатом на роль гипотетической кварковой звезды. Но позже данные были значительно уточнены, и объект оказался обычной нейтронной звездой, хотя и весьма редкой, очень молодой и горячей. Предполагается, что это небесное тело образовалось в результате взрыва сверхновой около миллиона лет назад. Его радиус составляет примерно 12 километров, а температура поверхности, по последним данным, превышает 250 тысяч кельвинов. Это значение кажется невероятным, ведь абсолютное большинство известных нам нейтронных звезд имеют температуру всего несколько тысяч кельвинов, что сравнимо с обычными звездами. Однако расчеты, подтвержденные наблюдениями, показывают, что в момент своего рождения данные объекты могут достигать нескольких миллионов кельвинов. Впоследствии они очень быстро остывают, поэтому обнаружить столь горячую нейтронную звезду, расположенную к тому же на относительно небольшом расстоянии от Земли, большая удача. Изучая подобные объекты, астрономы получают ценные знания об эволюции этих загадочных небесных тел. Несмотря на продвинутые теоретические модели, многие аспекты физики нейтронных звезд остаются пока не до конца исследованными. Например, согласно расчетам, гравитационное поле суперкомпактных и сверхмассивных объектов должно настолько сильно искажать окружающее пространство, что для их описания требуется корректировать привычные нам законы физики. В окрестностях нейтронных звезд это искажение сочетается со сверхмощными магнитными полями, порождая физические явления, невозможные в большей части Вселенной. Один из таких феноменов, известный как вакуумное двулучепреломление или эффект Эйлера-Гейзенберга, был обнаружен именно здесь, возле ближайшей к нам нейтронной звезды. Он заключается в том, что свет, проходящий через сильное магнитное поле в области высокой гравитации, отклоняется от своего прямолинейного движения, расщепляясь при этом на множество лучей с разной плоскостью поляризации.
Примечательно, что данный эффект был сперва предсказан теоретически, затем получен в земных лабораториях и лишь совсем недавно, в 2016 году, обнаружен в природе. Как раз возле данной нейтронной звезды. В настоящее время она остается единственным объектом, достоверно демонстрирующим это фантастическое явление. Хотя в последние годы появились косвенные признаки его обнаружения и у других подобных небесных тел. Разумеется, исследования этого удивительного космического объекта продолжаются, ведь мы еще многого не знаем о строении и эволюции нейтронных звезд. Между тем, практически в противоположной стороне от ассоциации Скорпиона-Центавра и окружающего ее суперпузыря, в направлении широко известного созвездия Тельца, расположились два величественных звездных скопления. Ближайшее из них – это Геады, которая находится примерно в 150 световых годах от нас. Данная космическая структура представляет собой полуразрушенное гравитацией Млечного Пути рассеянное звездное скопление, возрастом примерно 650 миллионов лет. На момент формирования его общая масса превышала 1200 солнечных. Но с тех пор большая часть звезд покинула скопление. В настоящее же время центральная часть Геад представляет собой очень плотный сгусток близко расположенных звезд диаметром около 10 световых лет. Вокруг этого ядра расположена приливная зона радиусом порядка 30 световых лет, в которой сосредоточено множество светил общей массой около 250 солнечных. Также от основной части Геад простираются два очень длинных хвоста, длина которых, согласно наблюдениям, превышает 2500 световых лет. Считается, что причиной их формирования стало гравитационное воздействие массивного ядра нашей галактики на скопление. Один из этих звездных потоков устремлен к центру Млечного Пути, а второй – в противоположном направлении к краю галактического диска. Несмотря на то, что Геады известны людям с давних времен, данные структуры были достоверно открыты лишь в 2018 году. Это произошло благодаря анализу собственного движения множества светил Млечного Пути, которые прежде не считались частью скопления. В общей сложности в составе Геад насчитывается более 700 звезд суммарной массой в 435 солнечных. Среди этих светил нет слишком крупных. Такие объекты уже закончили свою эволюцию и трансформировались в белые карлики. В настоящее время в составе скопления известны 4 красных гиганта, постепенно завершающих свой жизненный путь, и 9 белых карликов, уже исчерпавших запасы термоядерного топлива. Кроме того, в ходе наблюдений были открыты 27 коричневых карликов, специфических объектов, слишком маленьких, чтобы стать звездами, и слишком крупных, чтобы считаться планетами. Невооруженным глазом в скоплении можно разглядеть более десятка светил. И одним из наиболее массивных, ярких и интересных членов Геад является Эпсилон Тельца, имеющий также традиционное название Аин, или Северный глаз. Данная звезда расположена примерно в 150 световых годах от Земли и видна на ночном небе без помощи телескопа. Она уже прошла стадию главной последовательности и эволюционировала в оранжевый гигант с гелиевым ядром, окруженным разряженной и не очень горячей по звездным меркам оболочкой. В настоящий момент масса Аин в 2,7 раза больше солнечной, а радиус превышает размеры нашего светила в 12,5 раз. Температура ее поверхности меньше, чем у Солнца, и составляет примерно 4900 кельвинов или чуть больше 4600 градусов Цельсия, а яркость, благодаря внушительным размерам, в 80 раз превышает показатель нашего светила. На данный момент Эпсилон Тельца является одной из крупнейших звезд, возле которых были обнаружены экзопланеты.
Небесное тело, получившее название Аматеру, было открыто в 2007 году и стало первой экзопланетой, обнаруженной в пределах рассеянного звездного скопления. Объект движется вокруг материнской звезды по умеренно вытянутой орбите, совершая полный оборот примерно за 645 дней. Среднее расстояние между планетой и центром системы составляет порядка 1,9 астрономической единицы. Но из-за удлиненной траектории движения оно может значительно меняться со временем. К тому же близость иных массивных звезд может вносить возмущение в движение небесного тела. Например, в 2023 году были зафиксированы колебательные отклонения в движении этой экзопланеты, которые могут быть вызваны как приливным воздействием материнского светила, так и влиянием соседних звезд. Масса Аматеру в 7,6 раза превышает массу Юпитера, а радиус на 18% больше, чем у самой крупной планеты Солнечной системы. Из-за высокой яркости центральной звезды средняя расчетная температура Аматеру довольно велика. Она составляет 541 Кельвин или 268 градусов Цельсия. Таким образом, данное небесное тело можно отнести к классу горячих супер-Юпитеров. Также высока вероятность, что возле него могут располагаться крупные спутники, близкие по размеру к Марсу или даже Земле. Однако шанс того, что эти гипотетические небесные тела окажутся потенциально обитаемы, невелик. К сожалению, эта система находится на завершающей стадии своей эволюции, так как центральное светило почти исчерпало запасы звездного топлива. Вскоре оно сбросит внешние оболочки и трансформируется в белый карлик, а окружающие планеты либо будут разрушены в ходе этого процесса, либо замерзнут после его окончания. Кроме того, примерно через 30 миллионов лет геады потеряют гравитационную связность и окончательно распадутся. Звезды, что входили в их состав, рассеются по просторам галактики, и лишь косвенные признаки будут указывать на их общее происхождение. Если же мы отправимся глубже в космическую бездну, то вскоре достигнем другого крупного звездного кластера. Он расположен примерно в 445 световых годах от Земли и носит название Плеяды. Согласно расчетам, это рассеянное звездное скопление включает в себя около 3000 объектов общей массой более 800 солнечных. Однако на сегодняшний день всего лишь 1200 звезд занесены в каталоги, остальные же пока остаются неизведанными. В том числе считается, что примерно четверть объектов скопления – это коричневые карлики, слишком тусклые и холодные, чтобы их можно было заметить среди более ярких соседей. Измерения показывают, что возраст данного кластера составляет 115 миллионов лет, что довольно много для подобных структур. Согласно расчетам, 2/3 составляющих его когда-то звезд уже покинули скопление. Изначально же Плеяды были сравнимы по яркости и размеру с туманностью Ориона. Моделирование показывает, что через 500 миллионов лет в их составе останется всего несколько сотен светил, причем большинство из них небольшие и тусклые, такие как красные и коричневые карлики. А когда возраст скопления достигнет миллиарда лет, то оно сохранит лишь несколько десятков объектов. Если же Плеяды за это время приблизятся к какому-либо массивному объекту, например, газопылевому облаку или шаровому кластеру, то распад произойдет еще быстрее. Самой яркой звездой скопления является Альциона, известная также как «Это Тельца». Данный объект расположен на расстоянии 440 световых лет от Земли и представляет собой кратное светило, состоящее из 4 компонентов. Однако 3 из них не видны невооруженным глазом. Основной вклад в светимость данной системы вносит бело-голубой гигант Альциона А, масса которого составляет около 6 солнечных.
Согласно расчетам, его радиус лежит в пределах от 8,5 до 10 радиусов нашей звезды. При этом анализ излучения данного светила показывает, что оно экстремально быстро вращается вокруг собственной оси. Скорость движения внешних слоев на экваторе звезды достигает 215 км в секунду, что примерно в 100 раз больше, чем у Солнца. Как следствие, Альциона A сильно деформирована и имеет форму сплющенного эллипсоида. Сила инерции в сочетании с мощным звездным ветром заставляет частицы покидать поверхность объекта и собираться в кольцевидную горячую туманность вокруг его экватора. Средняя температура поверхности светила составляет 12250 кельвинов, но она ниже на экваторе и значительно выше на полюсах, из-за чего светимость звезды также неравномерно распределена по ее диску. В среднем же Альциона A ярче Солнца более чем в 2000 раз. Согласно современным моделям звездной эволюции, возраст данного светила оценивается примерно в 70 миллионов лет. Это значительно ниже, чем средний возраст Плеяд, составляющий порядка 130 миллионов лет. Такое положение дел может означать, что Альциона A была захвачена скоплением уже после его формирования. Прочие компоненты системы находятся на заметном удалении от ее центра, порядка 10 тысяч астрономических единиц и более. Звезды, известные как Альциона B и C, представляют собой бело-голубые светила главной последовательности, причем первое из них даже можно разглядеть при помощи простейших оптических приборов, например, самого обычного бинокля. Второе примечательно своим блеском, который меняется с удивительно четкой периодичностью. В течение отрезка времени длительностью в 1 час и 8 минут светимость Альциона C плавно увеличивается примерно на 5% и также постепенно возвращается к прежнему значению. Это явление связано с внутренними процессами в недрах светила, которые порождают периодические ударные волны, пробегающие по поверхности. Четвертым же компонентом системы является Альциона D, бело-желтая звезда чуть массивнее и крупнее Солнца. Если говорить о планетарных системах данных светил, то их поиски пока что не увенчались успехом. Возможно, они расположены на орбитах, неудобных для наблюдения, или подверглись разрушительному приливному воздействию близких массивных звезд. В любом случае, высокая активность материнских светил с высокой вероятностью сделала бы жизнь на них невозможной. Окинув взглядом область вокруг Солнечной системы радиусом в несколько сотен световых лет, мы увидим, что она вмещает в себя не только множество самых разнообразных светил, но и гигантские облака темной пыли, пузыри раскаленного водорода и другие удивительные объекты. Между тем, удалившись еще сильнее, легко убедиться, что эта область — лишь небольшой участок пространства на окраине грандиозного галактического рукава Ориона. На фоне же всего Млечного Пути она практически незаметна. Между тем, сама наша галактика — это лишь сверкающая песчинка среди гигантских скоплений и бездонных пустот, образующих крупномасштабную структуру Вселенной. Человеческий разум с трудом способен охватить и представить себе это бесконечное многообразие космоса. И еще труднее принять то, что мы, возможно, видим лишь малую его часть. Друзья, этот выпуск стал одним из самых трудоемких и масштабных за всю историю существования канала. Мы упорно работали над ним в течение нескольких месяцев, приложив все возможные силы. Благодаря вашей поддержке мы стараемся постоянно повышать качество наших фильмов, чтобы сделать их еще более интересными и познавательными. Каждый кадр на этом канале несет в себе частичку нашего вдохновения,
и сотни часов безустанного труда. Если вам нравится то, что мы делаем, то просто поставьте лайк и поддержите комментарием. А если хотите, чтобы еще больше людей прикоснулось к космосу, то посоветуйте наш канал своим друзьям и знакомым. И услышимся!